айваска, конопля, кактусы. Это лишь некоторые из растений, которые привлекают внимание и вызывают любопытство у многих людей. Добро пожаловать, друзья, в захватывающий мир психоактивных веществ. В нашем видео мы с вами погрузимся в тему популярности удивительных растений, которые способны изменить наше сознание. Их эффекты и потенциал для личного роста, исследования сознания и духовного путешествия увлекают и вдохновляют людей по всему миру. Мы раскроем тайны и узнаем больше о популярности этих растений, использовании и потенциальных пользах и рисках. А также узнаете ответ на самый главный вопрос: можно ли пробудиться с помощью этих инструментов? И до конца ли говорят правду люди, которые призывают людей принимать эти вещества? Я желаю вам всем приятного просмотра и обязательно досмотреть до конца, так как в этом видео вы получите ответы на многие свои интересующие вопросы. Так, Ильдиар, вот такой вопрос многих интересует людей. Вот сейчас появилось множество пропаганд в плане, допустим, грибы, айаваски, там всякие ЛСД, марки, вот якобы они помогают вот пробудиться. Вот работают ли эти инструменты для пробуждения? Можно ли прийти к этому или нет? Мгм. Хороший вопрос. И на этот вопрос, конечно же, отвечу так. На сегодняшний день в нашем мире есть очень много видов искусственного якобы раскрытия сознания. Но есть обратная сторона монеты. Да, я скажу, да, эти препараты могут частично подвести к пробуждению. Частично, но есть обратная сторона монеты. Какая обратная сторона монеты? Это рабство. Используя эти способы искусственного характера, искусственного воздействия на сознание, на на личность человека, на духовную часть человека. Обратная сторона монеты в том, что эти препараты, эти искусственные средства могут поработить человека. Вначале они как бы предоставляют такое яркое, чувственное, духовное пробуждение, что человек ощущает соединение с с высшей вибрацией, с высокой вибрацией, с духовным миром. А последующие, например, контакты с этими препаратами, с этими средствами приводят к тому, что человек в итоге начинает становиться зависимым от этих препаратов, от этих растений, от этих средств. И поэтому в дальнейшем у человека происходят побочные эффекты, такие как постоянное внутреннее состояние страха, постоянная зомбизация, сознание человека просто начинает отключаться, и им уже начинает управлять не личность, не сознание, а именно растение, именно препарат. Он уже начинает диктовать, что нужно делать человеку, как нужно жить, к чему нужно стремиться и так далее. Ставить цель человеку. Естественно, искусственную цель, ту, которая выгодна ему. Я даже так скажу, что есть такое научное мнение, что грибы вообще любые, которые присутствуют в нашем мире на сегодняшний день, это живые энергетические субстанции. Их даже обозвали как инопланетное существо, которое проявилось именно в виде растения, грибы, которые воздействуют на психику человека, воздействуют на духовную часть человека. К этому даже я добавлю и растение айваска. Да, вот много информации ходит, что ездят шаманами, шаманы выводят якобы в контакт и так далее.
Что делают эти способы воздействия? Они, естественно, вначале выводят на вот этот план тонкого мира, на план духовного пробуждения, выводят частично, на план души выводят. Ну а потом происходит обратная реакция. Чем больше раз ты делаешь эти процедуры, я правильно назову, наверное, процедуры или как правильно, походы вот в эти путешествия, тем больше ты становишься зависимым от этого. Тем больше ты теряешь свое естественное свойство, данное тебе Всевышним, выходить в контакт с тонким планом. У нас у каждого есть свое естественное внутренняя сила, с помощью которой мы сами можем это делать без каких-либо искусственных препаратов, без каких-либо искусственных растений. И здесь, что гриб, что айаваска, это инопланетные, научным языком, вот это слова ученых, которые изучали, что, естественно, у них есть разум, который выводит человека вначале обманным путем на высокое духовное какие-то осознания, а потом порабощает и заставляет человека использовать всю свою жизнь для своих интересов. Поэтому я бы не посоветовал бы это делать и пробуждаться, как сейчас многие пропагандируют, пробуждаться такими способами. У вас, у каждого есть эта возможность самостоятельно это делать. И мой, например, вам совет, если прям хотите пробуждаться, пробуждайтесь это и делайте это на природе. Почаще выходите на природу. Сейчас вибрации Земли, они высоки. Ведь нам всем сейчас Земля помогает. Нам не сверху приходит эта высокая вибрация, вибрация Бога, а она приходит через Землю. Земля набралась этой силы, и она сейчас излучает.